Добрый день, дорогие пекари! Сегодня мы с вами будем снова печь пшеничный хлеб. Как видите, да? Это два одинаковых хлеба. Один я уже разрезала, второй пока еще нет. И я хочу вам показать, что получилось. Это результат эксперимента. Вот такой хлеб с нежно-сиреневым красивым мякишем. Сиреневый цвет натуральных природных красителей – это вещество антоциан. Антоциан – природный антиоксидант, очень полезный для здоровья, сохраняющий наше долголетие. Поэтому антоцианы полезно добавлять в вашу пищу и есть фиолетовые овощи и фрукты. Сюда я добавила именно такой ингредиент. Какой он? Вы посмотрите дальше. Но вообще это был большой риск. И был большой риск не получить хлеба, а получить перебродившую кашу. Те, кто читает мой телеграм-канал, уже в курсе секрета этого хлеба, потому что там я пишу чуть раньше, чем публикую видео на своих каналах. Поэтому подписывайтесь на телеграм. Ссылки есть в описании. Ну и давайте начинать. Сегодня я решила сделать хлеб с одним экспериментальным ингредиентом. Не знаю, как он скажется на тесте. Мне самой интересно. Видите, какой цвет? Это не марганцовка. Это секретный ингредиент. Это сок краснокочанной квашеной капусты. Я квасила капусту. Она у меня стоит в холодильнике. Мы ее с удовольствием едим. Сейчас я нацедила с нее немного сока. И хочу добавить его в тесто и посмотреть, что же получится. Давайте начинать. За основу этого рецепта я взяла рецепт ежедневно печь хлеб на закваске, потому что он очень простой по технологии и не требует много времени. У меня здесь созревшая пшеничная закваска 100% влажности, ее нужно 100 граммов. Положила больше, отберу лишнее. Наливаю сюда 300 граммов воды. Вода обычная из-под бытового фильтра. И сюда же вливаю сок. Сделаю это через ситечко, чтобы не попали кусочки капусты, если вдруг они там есть. Получилось 25 граммов капустного рассола. Перемешаю. Цвет марганцовочно красивый. Кислота в капустном рассоле есть. Я пока не знаю, как она будет влиять на тесто. Обычно кислота разрушает клейковину. Посмотрим, получится ли что-то из этой рецептуры. И всыпаю сюда муку. Использую муку первого сорта твердохлеб. 500 граммов. Поскольку это ускоренная технология, сразу добавляю соль. 10 граммов соли. Замешивать буду в перчатках, потому что сок краснокочанной капусты обычно очень сильно красит кожу и ногти. И потом сложно все это отмыть, пока цвет сиреневый. Подозреваю, что цвет будущего хлеба будет сероватый. Ну, посмотрим. Пока за цветом муки цвет особо не заметен. Мне кажется, надо добавлять еще капустного сока. Ну, посмотрим. Я вижу, что тесто плотное, суховатое. Значит, буду добавлять еще воды. Ну, а раз воды, вы видите, цвет бледноват, мне хочется поярче, значит, я добавлю еще капустного сока. Накрываю сейчас крышкой, и пусть тесто постоит минут 15. Через 15 минут возвращаемся. Тесто у меня получилось плотным, к нему нужно добавить жидкости, и вы видите, цвет такой невнятный. Поэтому я взяла еще сок, вернее рассол из квашеной краснокочанной капусты. Добавляю еще, кстати, в граммах не замерила. Но судя по стаканчику, здесь граммов 70. Сейчас я половину вылила. Буду вмешивать. Видно, что влияет на клейковину. Видно, что разрушается поверхностный слой у пшеничного теста. Не знаю, что получится, но эффект уже заметен. Добавлю еще снова через ситечко. Ну, еще, наверное, граммов 30-20. Забыла подставить весы под миску. Ну, думаю, теперь достаточно. Видите, как разрушается клейковина. Прям сворачивается пленочка. Так действует кислота на клейковину. И точно тот же самый процесс происходит при брожении теста, когда грубоватое в начале тесто становится постепенно нежнее. И при хорошо выброженном тесте мы получаем нежный мякиш. Сейчас тесто комковатое, нужно дать ему постоять и потом замесить его окончательно. Снова даю паузу минут на 10. Ну что, смотрим, растворилось мое тесто или нет. Ну, выглядит, честно говоря, не очень. Клейковина частично разрушилась.
Посмотрим, что из этого получится. В принципе, оно более-менее собирается. Хотя, конечно, клейковинка у него пострадала от кислоты. Сейчас я его постараюсь замесить, насколько это возможно. Я думаю, сильно я его месить не буду, чтобы механически его еще не повредить. Оно и так довольно поврежденное. Немного масла на одной миске. Напоминаю, что масло – это не добавка в тесто, это смазка для вашей посуды, чтобы тесто к ней не прилипало и вам было легче с ним работать. Оставляю его на 40 минут под крышкой и сделаю ему обминочку. При комнатной температуре стоит. Через 40 минут глянем. Выглядит не слишком хорошо, но вроде бы оно у меня не развалилось окончательно, поэтому я ему сделаю сейчас обминку, как я обычно делаю. Обминки пшеничному тесту в мисочке. Вроде бы не вся клейковина разрушилась. Теперь смотрите, сейчас утром мне нужно уйти на целый день. Это слишком долго для брожения теста на столе. Сейчас комнатная температура плюс 22. Вот уже вышло солнце и днем будет жарче, поэтому убираю на весь день до вечера в холодильник. Вернулась вечером домой. Давайте посмотрим, что у меня с тестом. Ну, цвет у него красивый. Оно у меня практически не поднялось в холодильнике. Сейчас оценим подробнее, но я хочу его уже заформовать. Снова поставить в холодильник, то что у меня нет времени им заниматься. Ну нет, оно бродило, конечно, особо активно не выбродило, но я думаю, мы нагоним на расстойке. Сейчас буду делить пополам. Беру мой любимый шпатель, разделяю тесто. 2 кусочка по 495 граммов. Делаю предформовку. Но, кстати, оно довольно неплохо форму продолжает держать. Округляю и второй точно так же округляю. Напоминаю, предформовку делаем для того, чтобы более равномерно распределить тесто перед формовкой, распределить газ. У меня вот бродит оно неактивно, тут про газ особо речи нет. Ну ладно. И оставляем на отлежку минут на 10-15. Через 15 минут сделаю формовку. Руки чуть-чуть в муку. Берем заготовку, одну, вторую. Дегазировать тут особо нечего. Формуем батардом. Затягиваю рулет. И сделаю разные корочки. Один положу швом вверх. Второй формую также. Даже пузыри лопаются. И уложу его швом вниз. Все. Поправляем. Накрываю бахилами. И снова ставлю в холодильник до завтрашнего дня. Утром я очень торопилась. Надо было бежать и надо было скорее испечь хлеб, поэтому я совершенно забыла поставить камеру горизонтально, начала снимать короткое видео вертикально. Ну ладно, показываю как есть и поясняю. Хлеб расстоялся, увеличился в размерах в холодильнике, и утром я испекла 2 хлеба одновременно в своей гусятнице. Это небольшие хлеба, они вполне помещаются. Надрезаю перед выпеканием, пеку на обычном своем режиме под колпаком 15 минут при температуре 250 градусов. Затем я сниму колпак и допеку еще минут 15 при температуре 210 градусов. Ну вот и все, хлеб готов. Вытаскиваем и оставляем его остывать. Позже разрежем. Вернулась домой, уже вечер почти, и наконец можно разрезать и посмотреть, что же у меня получилось. Хлеб абсолютно одинаковый, корочки просто разные. Здесь я сделала без мучного налета, здесь с легким мучным налетом. Кому как нравится, так и делаем. Судя по пятнышкам, судя по цвету, вот здесь на подъеме гребня цвет все-таки, может быть, не полностью, но сохранился. Будем резать.
Вскрытие покажет. Вскрываем. Я уже вижу этот цвет. Симпатичный. Такой лавандовый. Не знаю, передает ли камера. Не совсем передает. Он ярче, чем на камере, но очень красиво получилось. Мне нравится. Такой лавандовый, либо, можно сказать, фиалковый, приятный сиреневый цвет. Пахнет хлебом и слегка капустными пирожками. То есть не квашеной капустой, а с легким оттенком капустного пирога. Получилось интересно, на мой взгляд. Сейчас попробуем на вкус и оценим. Но цвет мне уже нравится. Очень приятный он. Так. Ох, красивый все-таки мякиш. Очень мне нравится. Ой. Попробуй сам мякиш. Он совершенно не кислый. Никакого вкуса капусты у него нет. Вкусный, пшеничный, нежный, мягкий, упругий хлеб. Сладость послевкусия. Очень приятная. Тонкая корочка. Тонкая-тонкая. Но вот именно в поджаренной корочке есть легкий привкус капустного пирога. И все. А так нет. Замечательно получилось. Мне очень нравится. Я думаю, что я буду повторять этот опыт. Потому что хлеб получился красивым, невкусным, а еще полезным. Потому что, напоминаю, фиолетовый цвет – это не просто цвет. Это вещество антоциан. Природный антиоксидант. Антиоксидантов не бывает много, поэтому ешьте фиолетовые овощи и используйте их на своей кухне, в том числе и в хлебе. Ну а на этом все. Я сейчас сделаю себе бутербродик с антоцианами и с удовольствием съем его с чаем. Чего я вам советую? Повторите этот опыт, испеките этот хлеб. Я думаю, он вам понравится. Не забудьте подписаться на мой канал. Зовите своих друзей и знакомых. Пускай домашних пекарей становится больше. Я всем рада. Пишите свои вопросы и комментарии. Подписывайтесь на другие мои каналы. Все ссылки есть в описании. Всем спасибо. Продолжим с вами печь и испечем еще много всего интересного.